Готская теория происхождения славян. Вакуум информации о ранних славянах и очень позднее их появление в истории Европы уже на излете раннего Средневековья дает обширную почву для появления разных теорий о происхождении славян. Если о скифах, германцах или балтах пишут разные источники, то о славянах хранят молчание, как будто они пришли откуда-то извне и только тогда попали в поле зрения хронистов. Но так как с севера или юга они прийти не могли, на западе не остались бы незамеченными, а на востоке жили совсем иные народы, то самые популярные теории были о происхождении славян от каких-то других народов, с иным именем, которые уже потом стали называть себя этим именем. Существует так называемая готская теория преемственности древнерусского государства готской державе в Причерноморье. Впервые ее высказал в XIX веке ректор Дербцкого университета Будилович. В 21 веке ее разрабатывали Евгений Кутузов и Антон Уткин. Концепция очень не новая, в эпоху романтизма ее активно пытались соединить с историей славян в боевом ключе, но получилось неубедительно, а археология готских погребений решительно не видела славян вместе с германцами. Но ранее концепция очень нравилась правящим кругам, ведь готская кровь по преданию была в основе королевских домов Испании, Италии, Португалии и Германии. Сразу сделаем акцент, это не второе издание норманизма с заменой скандинавов на готов, изначально тоже, кстати, скандинавов. Конечно, готы не создали русское государство, но они могли аккумулировать славян в рамках своей империи, дать им государственный импульс и важные военные навыки, что привело к появлению славянских царств до возвышения Киева. И поскольку Русь развивалась на прежних территориях восточноевропейских готов, на которых оставались остатки готского населения, по крайней мере в Крыму, некоторые элементы общности налицо. Основные черты сходства и элементы преемственности Руси готам довольно характерны. Одна и та же территория. Память о готах в слове о полку Игореве, вернее о красивых готских девушках, подозрительно похожее деление восточных славян на древлян и полян, как готов, на тервингов и грейтунгов, что буквально и можно перевести как жители лесов и жители полей. Прямые наследники готов территориально. Славяне-тиверцы и уличи по культуре резко отличались от остальных славян. Нет височных колец, непременного атрибута славян. Весьма вероятно, что это ославяненные остатки готов, которые потом мигрировали куда-то на юг, не исключено, что по следам остроготов в империю. Тиверцы буквально могут быть тервингами. Та же территория, схожая военная культура, сильная пехота и легкая конница, а также сильный флот, хотя при славянах это скорее упадок готского военного дела. Морские походы русов совершенно такие же, как и готов, на 500 лет ранее, включая и речной флот. Германские сюжеты и имена германского облика в русских былинах, Ставр Годинович, например, и летописей. Имена в договорах Руси с Византией германского облика, но не германские и не скандинавские как таковые, а нечто схожее, как и могло быть в случае с восточными германцами, родственными скандинавам, но все же уже иными. Конкретные сведения о контактах славян с готами у Иордана. Война Венетария со славянами-антами. Обильные готские слова в сфере торговли, управления и военные термины в русском языке. Князь, полк, меч, блюдо и так далее. Приверженцем готской теории был также Куник, который производил название Русь от готского «Хрёд-слава». Это слово, по его мнению, входило в состав имени Рюрик, Хрёдхрикер и первоначально обозначало династию, а потом было перенесено на страну, где эта династия правила. Список покоренных готами народов по Иордану столько огромен, что территория его царства должна быть не менее самой Римской империи и доходить от Крыма до юга Карелии. А на востоке до Урала, что не может не включать славянские племена в свой состав. При этом готы, явившись из Скандинавии на Балтику, быстро делают рейды на юг
и в ходе войны с вентиями и спалами, в которых видят славян и сарматов, разбивают оба народа и принуждают славян к покорности, а сарматов к миграции на восток. Дорогие друзья, критики и те, кто видит мои видео впервые, хочу анонсировать вам перезапуск Boosty и Patreon на моем канале. Не секрет, что YouTube довольно жесткая система со строгой модерацией, как с точки зрения правил поведения, так и тематики видео. Многие темы являются табуированными, закрытыми, не подлежащими обсуждению, что сильно сковывает тематику. И поэтому на Boosty для россиян и на Патреоне для иностранных зрителей будут свободные видео на те темы, раскрытие которых на YouTube будет невозможным и грозит всевозможными карами. Например, есть ли отличия в интеллекте у разных расовых типов, красивы ли дети от браков разных народов или это миф, почему женщины предпочитают иностранных мужчин и как с этим связана биология, и вообще как ведется половой отбор и наследуются признаки, какова роль разных народов в революциях и войнах прошлых веков, почему Гитлер истреблял евреев, была ли советская власть благом для русского народа или истребила его, существует ли черный расизм, и многое-многое другое. Подписывайтесь на Boosty и Patreon и получайте доступ к эксклюзивному контенту и обсуждениям. Война с сарматами, до того хозяевами этих мест, была особенно упорной и неоднозначной. Довольно часто в готских погребениях находится сарматское оружие с нанесенными рунами, символ уважения к врагу. И скорее всего, появление мощной конницы у выходцев из скандинавских болот и фьордов объяснимо лишь мотивами победить конных кочевников. Иордан указывает, после поражения герулов Германарих двинул войско против венетов, которые, хотя и были достойны презрения из-за слабости их оружия, были однако могущественны благодаря своей многочисленности и пробовали сначала сопротивляться. Но ничего не стоит великое число негодных для войны, особенно в том случае, когда и Бог попускает и множество вооруженных подступает. Таким образом, сами готы утверждают, что они родственны славянам, а пришельцы в этих краях, взявшие верх над аборигенным населением, чтобы построить свою священную страну Оюм, в мягком климате юга. Так назвал местность готский король Филимер, восхитившись изобилием этих краев, скорее всего в районе современной Волыни. Разделившись на два племени – грейтунгов и тервингов, буквально полян и древлян, возглавляемые двумя царскими домами амалов и балтов, буквально небесные и светлые, готы заняли юг Восточной Европы с наиболее благоприятными условиями для жизни. А где же были славяне? Скорее всего, они находились в подчиненном положении у готов, в рамках их племенного союза. Греческий историк V века Зосима рассказывает о подобном походе 268 года, когда из Днестровского устья на морской простор вырвалось около 6000 варварских лодок. Эта огромная флотилия прорвалась через Дарданеллы и опустошила Фракию. Среди участников нападения Зосима называет остроготов, визиготов, гиппидов, герулов и келтионов. Последних можно было бы принять за кельтов, если бы так называемая пасхальная хроника VII века не содержала замечания, что келтионы тождественны с парадом. Между тем, под именем Споры Прокопий Кесарийский объединял славянские племена склавенов и антов. Что может сказать археология? Ведь только она в состоянии указать, кем являлись славяне и готы в действительности. И тут начнется буря. Черняховская культура, которая скрывает за собой готскую державу, постоянно переходила из рук в руки от славян к германцами и назад в отечественной науке. Расположенная в современной Украине, Молдове и Румынии, эта культура несла германские артефакты. Длинные дома, как в Скандинавии, множество серебра и оружия, цепь земляных насыпей, называемых сейчас змеевыми валами. Первыми, кто поставил знак вопроса в деле о принадлежности культуры, были видные ученые Артамонов, Тиханова и Корзухина. Они указывали на существование в Причерноморье того времени государства готов.
Однако идея о германской принадлежности культуры на территории Украинской и Молдавской ССР усугублялась помимо идеологической составляющей и послевоенным мировоззрением, и никак нельзя было признать, что столь мощный комплекс был делом рук неславянского населения. Виднейший ученый Марк Щукин защитил диссертацию на теме «Европейская сарматия и черняховская культура». На конференциях он отстаивал свою готскую позицию и констатировал: культура сформировалась в 60-е годы III века. Против отождествления Черняховки с готами выступала официальная наука, Рыбаков, Брайчевский, Винокур, находя в ней, если не прямо славянские, то сарматские и дакийские элементы. Лишь в 80-м ряд ученых из Восточной Европы пришли к однозначному мнению о том, что черняховская культура не была славянской. Археологи видят богатые черняховскую и пшеворскую культуры с богатейшим ассортиментом разнообразнейших форм посуды. Серой гончарной в черняховской, чернолощеной лепной в пшеворской, миски, кувшины, вазы, причем миски составляют значительный процент. С другой стороны, раннеславянские культуры с их исключительно лепной грубой керамикой, представленные лишь высокими слабопрофилированными горшками, да иногда сковородками. Мисок, ваз и кувшинов практически нет. Как и нет оружия, серебра, маркеров германских военизированных культур. А где же были славяне? Безусловно, внутри черняховской культуры были и славянские группы населения, но они не играли важной роли в военном и политическом смысле, находясь существенно ниже по уровню развития. Мы не видим славянских персоналей на готском ареале, нет археологических подтверждений, нет обширных языковых параллелей, лишь заимствование сверху вниз, нет упоминаний о союзе или преемственности. Готская теория происхождения славян несостоятельна. Не мог германский народ внезапно перейти на славянский язык и утратить не только свои ремесленные навыки, но и изменить стиль жизни с кочевого и воинственного на оседлые. Готы были разбиты гуннами и частью переселились на запад, частью остались в Крыму, существовав до Ренессанса, но уже приняв ислам и ассимилировавшись с местными татарами. Говоря о гото-славянском взаимовлиянии, обыкновенно упоминают имена готских королей Витимира, Видимира, Воломира, которые звучат совсем по-славянски, однако это иллюзия. Окончание «мир» в славянских именах – это как раз калька с германских имен и окончание «мер», которые встречаются намного чаще и куда древнее. Вобрав в свою культуру элементы готской, Русь славянская добавила свои новации, которые позволили ей устоять в бушующем мире и быть успешной. К этим новациям относятся печи-каменки, великое изобретение славян, использование лошади для вспашки земель вместо быков, трехполье, успешная стратегия в противостоянии со степными кочевниками. А готы все же были и остались германцами, которые оставили мощный след в истории славян, но не являлись ни их предками, ни ими самими. Пишите, что думаете по этому поводу, ставьте лайк и подписывайтесь на канал.